И снова всем привет, с вами Литорн, и мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Сегодня, ребята, у нас с вами будет продолжение, я думаю, квеста с рыболюдьми. Вот, посмотрим, к чему приведет наша попытка восстановить, скажем, отношения, да, с ними. Посмотрим, на каком этапе, потому что, честно говоря, немножко уже подзабыл. Чтобы вспомнить, как это задание называется, или мы его уже прошли все-таки. Ярость самки матери. Спасти детенышей. Если отпустить их, то можно установить прочное перемирие между племенем и этими существами. Ну что ж, давайте сначала попробуем просто поговорить, чтобы их отпустил тот, кто их держит в плену. Пикеху, в частности. «Тебе что-то нужно?» — рыбак почесывает щеку, размазывая по ней блестящие чешуйки. «Мне нужно освободить этих детенышей Лагуфета». «Ты сбрендил? Меня Химуихи за это не простит!» Он смотрит на вас горящим взглядом. «Видишь женщину возле фактории? Ту, сердитую!» Он берет вас за руку и показывает через причал на хмурую женщину со скрещенными руками. Его ладонь скользкая, но сильная. «Если ты это сделаешь, она пустит на наживку мой труп. Почему она будет винить тебя?» «Она меня презирает. В такой беде я точно окажусь виноват». Он огрызается. «Кроме того, Раанга утопит ее во время прилива, если она тебя хотя бы оскорбит. Или любого иноземца». «Понятно. Хотя бы поговори с ней, прежде чем выпускать ее добычу. Тогда я успею где-нибудь спрятаться, пока она не остынет». Он отпускает вашу руку, оставляя след из блестящих чешуек. Так, Химуихи. Это который вот это наверху стоит тут, по-моему. Где-то то ли здесь она стояла. А, нет, здесь Тиана стояла. Ладно, Химуихи, значит, это... Короче, давайте поищем. Я уже, честно говоря, не помню, где она находится. Вот здесь. Скорее всего, вот здесь. Тамау. Химуихи, да, вот она. «Что ты здесь ищешь? Наша деревня тихая, даже слишком». Она поигрывает лежащим в руке оружием, а ее глаза осматривают горизонт. «Нужно отпустить детенышей лагуфетов». Она откидывает голову и смеется. «Но ты не смеешься. Значит, это не шутка? Зачем тебе делать такую глупость?» Она вытирает показавшуюся в уголке глаза слезу. «У них есть кланы и семьи. Что бы сделала ты, если бы кто-нибудь посадил в клетку твоих друзей?» Ее лицо меняется, она смотрит мрачно и сурово. «Серафен, осторожней, капитан. Рабство не та тема, которую можно брать на абордаж». Он смотрит на Химуихи, нахмурившись и почесывает затылок. «Я бы никогда их не простила. Мы должны уничтожить самку-мать сейчас, пока она не осмелела». Она смахивает очередную слезинку. «Ты хочешь, чтобы они оставили тебя так? Я не спрашиваю, я утверждаю. Если ты знаешь, кто я, тебе должно быть этого достаточно. Каждый Иоанн Архипелага знает твое имя. Ты Паки Такири, и я должна тебе верить». Паки Такири — иоаннское слово, означающее «большой человек». К Паки Такири обращаются, чтобы разрешать гражданские споры. Паки Такири не руководит обществом, как это делает вождь, но предлагает племени свое наставничество и мудрость, выступая в роли советника и переговорщика. Она пытается изобразить робость, но это плохо у нее получается. «Тогда возьми ключ. Кричи, если что-то пойдет не так». Одной рукой она передает вам ключ, а второй взвешивает оружие. Эдер согласно кивает. Вы получили предмет. Ключ.
Ну вот, то есть, видите, у нас получилось такой момент, что были другие варианты диалога уже после основного. Спасти детенышей, задание обновлено. Задание выполнено, ярость самки матери. Выскочившая из воды самка-мать отчаянно щебечет и устремляется к своему потомству. Те радостно носятся вокруг нее. Увидев вас, она издает низкий звук. Самка-мать устраивает целое представление, снимая свое ожерелье и раскладывая его на песке, потом указывает на вас, на ожерелье и снова на вас. Щебеча и размахивая своим гребнем, самка-мать в окружении своих детенышей возвращается в океан. Я надеюсь, логофеты не вернутся. Конечно, они, блин, не вернутся, потому что вы дебилы. Задержали детенышей непонятно за что. Безделушки Фина. Блестящая не лепится. Телосложение +1, интеллект +1. Дает дикость и диковины. Так, урон +3 эффекты. Так. Неплохо. Значит, это получается телосложение и интеллект. Ну, давайте Эдеру... Ой, точнее не Эдеру. Алоту это наденем. У него будет... у него источник мощи. Источник мощи повышает уровень мощи на время всего боя. Один раз на передышку. Ну так у него будет телосложение выше. Так. У всех остальных ожерелье есть, кроме Эдера. Пускай у Эдера тоже будет. Ну что ж, ребят, мы с вами молодцы. Вот. Давайте теперь посмотрим, что нам осталось сделать. Нам осталось отправиться на Покакахару. Я думаю. Потому что больше здесь вроде бы делать нечего. Главу гильдии Майру можно найти в гильдии заклинателя воды. Вот это еще нужно будет обязательно сделать. Последнее пристанище. Матару Кози это будем потом делать. Ну что ж, тогда сейчас мы займемся на Покакахару. Пойдем на Покакахару. Здесь вроде бы все задания мы уже сделали. Я, правда, не помню, изучили ли мы весь остров, но, по-моему, да. Потому что иначе бы мы просто не вернулись назад. Так, снабжение у нас... Что там получается? Еда, вода. Воды не очень много, кажется. Ну, там, наверное, просто наложено не очень много, поэтому пойдем так. Вообще прикольно, что мы воспользовались. Я, кстати, не обратил внимания, какой скилл отвечал за вот нашу вторую реплику, да, в этом квесте. Если это репутация какая-то хорошая, это вообще замечательно. То есть за счет репутации мы фактически заменяем дипломатию в игре. И это неплохо. Но может то было на самом деле и дипломатия, потому что первый вариант, который я выбрал, он сочетал два скилла, и там проницательность, и еще какой-то. Странно, правда, зачем тогда он был нужен, если результаты... То есть там же проверка вроде не проводится. Интересно. Но в целом, конечно, ребят, ощущение вот игры в настольную, там, ДНД, да, есть, когда играешь в Пилары. Очень похоже, много ходов. Так. Руины Покакахары. Вот сюда нам нужно. Вот, но у нас с вами, если вы помните, есть еще задание по убийству кого-то. Вот. Десива акула.
Награда за голову. И Корна на Коарикуху. Бурунга рано еще и Десива Акула есть. Ну ладно, мы туда, когда будем возвращаться, тогда. И Кора. Кора не видно. Острова Коарикуху. Вот они. Ладно, поплыли. Поплыли пока что. Ну, давайте немножко тут по кругу поплаваем, конечно. Вот, смотрите, тут какая-то гряда островов. Здесь можно собрать немножко припасов. Припасы, конечно, нам будут нужны, поэтому мы их соберем. Я надеюсь, что до конца нашего прохождения ребята эту игру оптимизируют, потому что подтормаживание на вот такой простой карте это, конечно, что-то с чем-то. Вообще, недавно видел на Reddit очень интересный пост на тему того, как с оптимизацией кто-то справился, но он предлагал очень странный способ, типа загрузите мой файл настроек. И попробуйте, и людям это действительно помогало, но, знаете, это немножко стрёмно загружать чей-то файл настроек. Так, святилище Кабара-Реку, руины Покакахары. Вообще, кстати, я, ребят, кажется, понял, какой стороны я буду придерживаться в этом противостоянии королевской кампании, да, и все такое. То есть я буду придерживаться того, чтобы не трогать природу. В принципе, это, мне кажется, вполне себе по-паладински. Раствор. Обломки корабля. На берегу лежит огромный старый галеон. Он так сильно завалился на бок, что его палуба стоит почти вертикально. Грудь мачты сломана пополам, будто лапы разъяренного животного. Кремень и труд. Пушка. Дьявольский кабаний пятак. Ну что ж, ребят, я думаю, что мы прибыли. Не будем сильно задерживаться. Начинаем исследование острова. Смотрите, тут прям какая-то такая буря. В святилище мы сходим потом, я думаю, сначала пойдем все-таки сюда. Обыскать руины Покакахары. Локация не маленькая, визуально. Для навозной боги. Песок забрался даже в те места, о которых я даже не подозревал. Обелиск покрыт инглитанскими руинами. Берегись, боги покарают незваных гостей. Топор. Угу. Пустынные вирмы. Их нет.
несколько тут. Хорошо, пока запомним. Попытаемся их обойти. Посмотрим, что будет дальше. Так, это выход из локации. Это, похоже, какие-то месторождения Адры. Ксаурип воитель. Тут ксаурипы поселились, как видно. Ладно. Ну что ж, давайте сначала с вирмами разберемся. Интересно, что они здесь охраняют. Думал, это проход альтернативный туда, но нет. Подождите, а что это Эдер у нас тут решил этого с нами повоевать? Все, успокоился? Успокоился. Замечательно. Так, пробужденная древесина, коготь. Самое, ага, вот, смотрите. Детеныш пустынного вирма. Все защиты плюс 5 против атаки земля. Дает воздействие животного на отряд. Вот ради этого мы сюда и шли. Да, вообще, ребят, вы знаете, вспоминаются те времена, когда не каждая какая-то побочная локация в игре, она означала какую-то награду, да, и нужна была эта награда. Ну, то есть вот сейчас, да, я как бы мыслил о том, что если мы этих убиваем, значит, нам должна быть за это какая-то награда. По факту ведь это не обязательно совершенно. Вот. Это сейчас уже современный игрок, современный геймер, он разбалованный подобными вещами. Возвращается. Давайте, наверное, с ним подеремся, правильно? Пока кто-то другой не пришел. Пришел еще один. Смотрите, дикости диковины дает всем урон плюс 3%, а не только кому-то одному. Интересно. Так, обнаружена ловушка. Ловушка обрежена. Пистолет громового разряда. О. Затупленные критические удары, пробивание вуали. Отличное качество. Нанеси урон, дает проводящий выстрел. Перемещаясь в пространстве, пуля накапливает из воздуха электричество. Наносит электрический урон любому, кто окажется рядом с целью. Вот. Это уже неплохо. Валианский сюртук. Так, давайте вот это сразу сюда. Ну, сюда. И давайте посмотрим. Так. Его, кстати, можно зачаровать.
Причем зачаровать, я так понимаю, что прямо сейчас. Заряженное поле. Стоит противнику со щитом средних или тяжелых доспехов подойти слишком близко, как в точности и скорость действия снижается. Выстрел штормовой луны. Выстрел штормовой луны. Пуля разрывается при попадании, и на область сыпется целый град осколков. Дает несколько коротких импульсов электрического урона по всем целям области. Перегрузка парализует цель при критическом попадании. Ладно, пока не будем зачаровывать, но надеть, конечно же, наденем. Так. Так, это бочки с горящей жидкостью, не будем трогать. Кажется, как будто по пустыне мы еще медленнее идем. Труп. О, песчаный Эйдос. И он тут, судя по всему, не один, ребята. Водный ветер. Так, вот это, видимо, здание слева. Куда нам нужно будет добраться. Так, сюда никуда нельзя пройти, видимо. Это оазис, это лагерь ксаурипов. Пара трупов. Где тут трещина какая-то, через которую, видимо, по-другому и не пройти. Опа. Стойте! Наверх, наверх, оно уже близко. Извини, я... Апретос, все внутрь. И один из них умер, видимо. Интересно, что это было за видение? Мушкетон, валианский сюртук. Видимо, валианцы тут, короче, наделали дел. Ладно. Давайте немножко ускоримся. Мне просто хочется осмотреть еще ту часть, которая находится с этой стороны. Вход в развалину. Вот сюда они пошли, видимо. Так, ну здесь вроде бы никого нет, поэтому давайте уже без альта, без скрытного режима бегать. По
крайней мере, до сюда. Снова вернемся в скрытный режим. Так, это тот столб, который мы уже видели, тут обелиск. Вот это вот что непонятно, да? Выглядит как то, что здесь может быть какой-то секрет, но нету пока. Так, это зыбучие пески или нет? Понятно. Песчаные червячки. Дюна. Дюна, ребятки. Так, с червячками разобрались. С них падают некие личинки. И камешек изумруд. Вот изумруд это хорошо. Так, это выход. Уже край карты. Вот, смотрите, один труп. Тут остатки, видимо, лагеря. Это место кажется вполне гостеприимным для запрошенного лагеря. И новая запись в дневнике. Экспедиция Варианской торговой компании бросила разбитый здесь лагерь. Все их снаряжение осталось целым. В сумке вы находите свернутую карту. На ней проложен путь от Тикивары, острова на западе. В лагере обнаружилась карта, на которой отмечен путь на Тикивару. Ну, сейчас мы вот это еще заюзаем, конечно, но попозже. От убого обставленной палатки смердит испорченными пайками. Палатка пустая, лишь инструменты для раскопок, заступы, лопаты и кисточки лежат здесь наполовину занесенные песком. Ремонтные припасы. Ну, много нам не надо, ведь все забрать не можем. Потрепанный каменный колодец кажется довольно старым, хотя в песке возле него видны свежие следы раскопок. К краю колодца привязана веревка, ведущая вниз в темноту. Так, давайте сначала доисследуем здесь, а потом будем смотреть там. Не стоило нам оставлять Вектора с этими Уана. Ну так плыви назад в Тикивару. Мы разделим твою долю. Видимо, кто-то умер. И все. Я так понимаю, что мы сейчас что-то узнаем, но это будет постепенно. Таким образом рассказываться. Так, давайте подумаем над колодцем. Бросить вниз гальку. Через несколько секунд раздается звук всплеска. Потянуть веревку. Веревка легко сматывается. Через несколько секунд становится понятно почему. К ее оборванному концу ничего не привязано. Отправить кого-то вниз по веревке. Так. Давайте нашего Эдера отправим. Вы крепко хватаете за веревку и спускаетесь вниз. Через некоторое время вы различаете темную поверхность воды. Конец веревки немного до нее не достает. Эдер замечает на фоне грязи и камня кусок мешковины. Похоже, внутрь трещины в стене упал или был спрятан старый мешок.
К сожалению, дотянуться до него не выходит, а материал совсем истончился. Возможно, получится раскачаться и схватить его, но любая ошибка, и он зацепится о камень. Скачаться до мешка. Эдер раскачивается при помощи ног, ровные и плавные движения позволяют постепенно приблизиться к стене, пока Эдер наконец не оказывается рядом с мешком. Схватить мешок. Когда мешок поднимается в воздух, он цепляется о камень и рвется. Из дыры выпадают блестящие самоцветы, но веревка уже качается в другую сторону по плавной дуге. Выпадающие камни еще можно спасти, хотя в мешке еще достаточно много сокровищ. Попытаться спасти выпавшие камни. Падающие камни выскальзывают из рук, падая в мутную воду, и Эдер их теряет. К счастью, в мешке еще кое-что осталось. Аквамарин, изумруд. Эдер разбирается по веревке вверх под ослепительное солнце пустыни. Все, больше там нечего делать. Ну ладно. Кстати, странно, сколько же тогда нужно было ловкость, если с этой ловкостью Эдер не справился? Что, думаем, что здесь никого нет уже? Наверное, нету. Ну что ж, остался только путь в развалины. Опа. Вот это уже Гвитанский титан. Отлично. Неплохо он так, да. Не, ну мы-то с ним, конечно же, разбираемся. Отлично. Адрабан, живая сталь, нефрит, живое железо, скрепляющая медь. Полезные штуки, думаю. Медная дверь взялась патиной. Наверное, сюда давно никто не заходил. Но несмотря на солидный возраст, она все такая же тяжелая и крепкая. Сила тяжести прижимает ее к каменным плитам. Внимательно смотреть дверь. Старые отметины свидетельствуют, что когда-то ингвитарским титанам хватало сил поднять эту дверь. Отсюда сложно сказать, можно ли еще как-то открыть или закрыть ее. Вы находите в соседнем камне отверстие в форме спирали. Такая же форма у ключа, что вы получили в Чекиваре. Вы замечаете следы у основания двери. Судя по всему, ее пробовали открыть ломом. Следы кажутся совсем свежими. Если кто-то и вошел внутрь, после этого дверь не открывали. Вставить медный ключ в ракушку в дыру. Вы очищаете скважину от песка, и ракушка идеально входит в нее. Вы поворачиваете ракушку вправо. Механизм с трудом приходит в движение. Вы слышите звук поворачивающихся шестеренок. Дверь медленно поднимается. Из проема пахнет спертым воздухом. Непроглядная тьма излучает нечто, от чего волосы становятся дыбом.
Капитанская путевая станция. Первый ярус. Ящики покрыты тонким слоем песка и пыли. Факел, веревка с крюком. Я отсюда чую добычу, капитан. Я пойду потренирую технику речи. Зелье безжалостного взгляда. Зелье защиты от стихий. Арак. Так, вот это вот зелье. Сюда, Эдру. Зелье защиты от стихий. В принципе, тоже пускай будет Эдру. Ловкость -1, полученный урон -15. А, это, короче, сюда. На этом настенном рисунке вы замечаете шагающие рядом с инквитациями фигуры, похожие на Уана. Так. Ну вот прям только что же сохранились. Да блин. Ловушек-то не так уж и мало, ребят. Что, у нас не хватает наблюдательности? У нас же код правильный на восприятие. Да. Видимо, вот это вот ловушки, их можно вот так вот увидеть. Ладно, давайте пока пойдем. Ой-о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 й. Так, давайте-ка мы сейчас вернемся вот сюда. Потом возьмем у нас самого ловкого. Пойдем потихонечку, потихонечку. Сюда. Кровавый мох. Этот настенный рисунок изображает инквитанцев и Иоанна, собравшихся у синего пламени. Так. Ага, вот эта вот кнопочка, видимо, ловушка отключает. Ловушка обезврежена. А, нет, это все вот это вот ловушки. Ну, кстати, смотрите, сейчас мы немножко опыта получим тогда. Или я просто их не заметил визуально, случайно, совершенно не знаю. Так. Ты толкнул ее? Мерла, она пришла за мной. И все, да? Я думаю, что они, наверное, тут пересрались. Ладно. Так, есть дверка какая-то, смотрите. И она просто открывается. Противник скоробей. Фейерверк, а поэзия Наситаков сборник.
пойдет. Порошок сияющей адры. Ячейки. Бирюза. Внешняя стена этой комнаты, кажется, выгибается внутрь под весом песка и гальки. Из трещины в полу дует прохладный воздух. Так, ну это получается мы вернулись туда же, где мы были. Значит, сюда пройти нельзя. Остался только один путь вот сюда. Это же не проходы сюда, здесь нет никаких проходов. Давайте вернемся назад, там скоробей снова. Здесь вот в углу ничего нет, это не двери, ничего. Хорошо. Ну, кстати, адр похоже. Видите? Так, скоробей. По крайней мере, пока я вижу только одного. Двоих. Где там наш фаербол? Эдер что-то обнаруживает. Что здесь обнаруживает? Непонятно пока. Но фаербол сработал. Так, гримуар скелета волшебника. Эдру уже некуда больше брать, так что пока спрячем сюда. Так, и где ж тут что-то было обнаружено, интересно? Давайте попробуем снова найти и нажать туда. Судя по всему, это где-то здесь. Но здесь ничего не видно. Если, ребят, вдруг знаете, что он мог здесь обнаружить, напишите в комментариях. Потому что я ничего не вижу. Возможно, это просто ловушка была, на которую они уже попались, конечно. Эти штуки могут хоть раз появиться в каком-нибудь приятном месте. Так, и там у нас еще обновление журнала произошло. Через руины проходит столб Адры. Мне удалось найти его верх, но придется спуститься, чтобы увидеть остальное. Под поверхностью Адры словно пляшут, нестройно колеблются блики света и образа. Это, видимо, спуск вниз. Фигуры Иоанна простираются перед синим пламенем. Почему пламя синее, непонятно пока. Свиток, круга защиты и из него ветра.
Так, а вот здесь Адра уже выглядит не очень здорово. Нет ни у кого под рукой зубила и тележки. Что-то наложило порчу на Адру, и чем ниже я спускаюсь, тем хуже она становится. Сияющая Адра выглядит болезненно, и по мере снижения становится все темнее. Тут куда? Туда пройти нельзя. Это кровь? Что ты творишь? Когда я его нашла, он уже был таким. Почему ты достаешь меч? Вы сошли с ума. Назад. Они тут все посходили с ума. Золотой оболь, дневник экспедиции в Пококахару. На форзаце этой книжки в кожаном переплете стоит штамп «Собственность Валианской торговой компании». Большинство страниц коричневые и жесткие, заляпанные какой-то темной пахучей жидкостью. В конце дневника не хватает нескольких страниц. По приказу управляющего Альвари на заре мы отправились в путь. До нее дошли слухи о том, что в месте, зовущемся Пококахара, можно отыскать сияющую Адру. К сожалению, этого места нет ни на одной карте, и про него говорят, будто там всегда бушуют бури. Впрочем, нам было сказано, что нам помогут туземцы с острова Тикивара, 20-я Приатона. Мы слышали немало историй о стычках с племенами Уана, но вождь Руану и его племя с Тикивара встретили нас весьма радушно. Нас накормили до отвала и отметили на карте, где искать Пококахару. Вождь считает, что бури там магические или же созданные волей богов. Я же сохраняю надежду, что их можно унять. 2-е Мажатона. Утром мы отправились к Пококахаре. Вектор был недоволен, но мы его не взяли. Вектор был недоволен, что мы его не взяли, но он слишком болен для путешествий, а Беза теряет терпение. Мы с самой Никитаки не видели ни одного ровотайского корабля, но она все равно боится, что они нас опередят. 5-я Мажатона. С такими яростными бурями я еще не сталкивался, но все же мы добрались. Стали лагерем у утесов и собираемся спуститься в руины. Там, по крайней мере, будет сухо. 7-я Мажатона. Сегодня погибли Джиан и Алара. С этим местом что-то не так. Не знаю, что именно, но другие тоже это чувствуют. Неизвестно какое число. Рисунки на стенах здесь поразительные. Они доказывают, что ингвитанцы встречались с древним Уана еще 2000 лет назад. Быть может, это они выстроили это место. Я пытаюсь объяснить это Безе, но она не слушает. Мы отыскали начало адровой жилы. Она светится, но Беза говорит, что надо спускаться глубже. На этом настенном рисунке ингвитанец заносит церемониальный нож над покорными Уана. Что-то, ребята, мне это не нравится. Так, и что, мы не сможем открыть? Сможем. Интересно, а как бы мы открывали это, если бы не было? Интересно. А, вот еще дверь есть. Давайте сначала сюда пойдем. Необычное место. Что это за... Ага, понятно. Большой черный слизняк. Это бесы, которые умеют маскироваться. Интересно.
Так, но главная идея пока этой локации конкретно не очень понятна. То есть сложить сюда вроде ничего не нужно, забирать тоже. Хорошо. Продолжим исследование. Так, пустынный паук. Их тут как минимум 3. Ну ладно. Так. Где там наш любимый фаербол? Вот он. Так, где там наша любимая волна огня? Ай, да что ж ты кастуешь-то не туда ее? Вот так вот. Всё. Не очень-то много лута с пауков. Так, и здесь, кстати, есть... Это обрушенный зал. Бригандина Стражуана и старый медный ключ. Ключ изготовлен полностью из адры, окруженной медным корпусом. Я так понимаю, что этот ключ бы нам пригодился, чтобы открыть ту дверь. Смотрите, пороховая бочка. А что? Бабахнем? Бабахнем. Ну, так. Это же дорогое дело. Так, ребят, вы знаете, пожалуй, на этом моменте, как бы это ни было по-клифхангерски, скажем так, мы с вами игру сейчас закончим, потому что уже, к сожалению, время подошло к концу. Но и в любом случае, если там появится какой-то сильный враг, не хотелось бы с ним сражаться и прерывать бой на середине игры. Поэтому на сегодня это все. С вами был Литор. Спасибо за просмотр, ребят. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео, делитесь видео со своими друзьями в группах в социальных сетях. До следующей встречи!